Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами уделим внимание 27 мая, поговорим о народных приметах, традициях и обрядах. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Итак, друзья, 27 мая православная церковь чествует святого Исидора Блаженного, который жил в III веке и прославившегося своим мученическим подвигом за веру. Его жизнь и деяния вдохновляют верующих на протяжении многих столетий, являя собой пример истинного христианского мужества и преданности Богу. Исидор Блаженный родился в Александрии, в одном из самых крупнейших и наиболее культурных городов Римской империи. С раннего детства он воспитывался в духе христианства, что в дальнейшем сыграло важную роль в его жизни. В молодом возрасте он принял крещение и стал ревностным последователем Иисуса Христа, несмотря на все опасности и трудности, которые ожидали христиан в то время. Исидор был зачислен на военную службу по указу императора Дикия и направлен на греческий остров Хиос. Во время службы ему приказали поклоняться языческим идолам, что было распространенной практикой в армии Римской империи для поддержания дисциплины и лояльности к императору. Однако Исидор, уже принявший крещение и глубоко убежденный в своей вере, отказался подчиниться этому приказу. Его отказ вызвал гнев начальства. Исидора подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить его отказаться от Христа и поклониться идолам. Однако он стойко выдержал все мучения, продолжая исповедовать свою веру. В конце концов, его казнили за отказ отречься от Христа. Таким образом, святой Исидор стал мучеником, отдав свою жизнь за веру. Память святого Исидора Блаженного широко отмечается в православной церкви. Его пример вдохновляет многих верующих на стойкость и верность своим убеждениям, несмотря на все испытания и трудности. В его честь совершаются богослужения, иконы святого украшают храмы, а его жизнь и подвиги рассказываются в проповедях. Святой Исидор почитается как заступник и покровитель тех, кто стоит перед выбором между мирской властью и верой. Его жизнь напоминает нам о важности духовной стойкости и преданности Богу. Даже в условиях жестоких преследований и угроз Исидор не отступил от своих убеждений, что делает его примером для всех христиан. В народном календаре 27 мая отмечается День Сидора Бакагрея, также известного как Сидор Огуречник или Сидор Сивер. Этот праздник имеет глубокие корни в народной традиции и связан с множеством обрядов, народных примет и поверий. День Сидора Бакагрея знаменовал собой переход от весны к лету, и наши предки уделяли ему особое внимание. На Руси святого Исидора называли на привычный манер Сидором. Прозвище Бакагрей указывало на погодные изменения. К этому времени холода и заморозки обычно уходили, и начиналась теплая погода. Перелетные птицы возвращались с зимовки, принося с собой тепло и весеннее оживление природы. Название Сидор-огуречник связано с началом посадки огурцов. Конец мая – идеальное время было для этих работ, так как земля уже достаточно прогрелась и заморозки более не угрожали урожаю. Праздник также называли Сидором-Сивером из-за поверья, что святой Исидор управляет северным ветром, Сивером. Говорили, на день Сидора отойдут все сиверы, что означало окончание холодных северных ветров. На Сидора Бакагрея крестьяне начинали сеять лен, однако делали это только в том случае, если на ивах не видели пыли, напоминающей перья.
Это был очень важный знак для наших предков, указывающий на благоприятные условия для посева. Лен был ценным культурным растением, которое использовался для производства тканей и других изделий, поэтому правильный выбор времени для его посева был крайне важен. В этот день также уделяли внимание и различным обрядам, которые способствовали финансовому благополучию и укреплению семьи. Чтение магических слов было важной частью народной культуры, и верили, что они могут приносить удачу и защиту. Сидор Бакагрей был богат на различные народные приметы и поверья. Например, считалось, что на сидора нельзя сидеть за столами с углами, чтобы избежать несчастий и ссор с родственниками. Угол стола символизировал острые углы в отношениях, которые могли привести к конфликтам. Наши предки верили, что на сидора нельзя ссориться с родственниками. Ссоры в этот день могли привести к длительным конфликтам и неприятностям в семье. День сидора был временем для укрепления семейных уз и гармонии в доме. В старину на сидора Бакагрея внимательно наблюдали за погодой. Перелетные птицы, которые возвращались с зимовок, были важным знаком. Если птицы пели громко и активно, это предвещало хорошую погоду и удачный урожайный сезон. Кроме того, на сидора обращали внимание и на ветер. Если в этот день дул теплый южный ветер, это означало, что лето будет теплым и благоприятным. Если же ветер был холодным и северным, то предстояло дождливое и холодное лето. Одной из главных примет на сидора Бакагрея была песня соловья. Внимательные люди знали, если соловьи громко поют в этот день, лето будет урожайным и щедрым. Это касалось не только зерновых культур, но и фруктов, овощей, а также грибов. Соловьиные трели были сигналом о благоприятных погодных условиях для сельскохозяйственных работ. Также важными вестниками летнего тепла были стрижи и ласточки. Если эти птицы успевали прилететь к 27 мая, это означало, что лето будет теплым. Птицы, прилетающие вовремя, символизировали стабильные и благоприятные погодные условия. По количеству грозовых облаков на небе в день сидора Бакагрея можно было догадаться, сколько раз в июне обязательно прольются дожди. Облака служили природным календарем, подсказывающим, чего ждать в ближайшие месяцы. Вечером наши предки внимательно наблюдали за закатом. Красные закаты и прозрачные облака предвещали близкое ненастье. Если же закат был спокойным и ясным, можно было ожидать хорошую погоду в ближайшие дни. Еще одной важной народной приметой была погода на сам день сидора Бакагрея. Она подсказывала, каким будет все лето. Если шли дожди, это не сулило ничего хорошего. Но если день был теплым и солнечным, это был повод для радости и надежды на удачный сезон. На сидора Бакагрея свои именины отмечают Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон. Эти имена связаны с сильными и стойкими характерами. Люди, родившиеся или празднующие именины в этот день, славились своим упорством и непреклонностью. Они редко шли на компромиссы и готовы защищать были свои убеждения до конца. Однако в семейной жизни они проявляли себя как надежные и заботливые мужья и отцы, умеющие создать тепло и уют в своем доме. Сидор Бакагрей был богат на различные обряды и традиции. В этот день крестьяне активно занимались посадкой огурцов и других культур. Начало посевных работ было важным моментом, который определял будущий урожай. Особое внимание уделялось приметам и обрядам этого дня. Люди читали магические слова, чтобы обеспечить финансовое благополучие и укрепить семью. Вера в магическую силу слова была глубоко укоренена в народной культуре, и такие обряды помогали людям чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Утро на Симона Бакагрея традиционно начиналось с посещения церкви. Люди молились и просили благословения на будущие труды. Молитвы в этот день считались особенно сильными и действенными. Важно было настроиться на позитив и веру в то, что все задуманное обязательно сбудется.
После посещения церкви наши предки отправлялись в огороды и сады. День Симона Бакагрея считался удачным для посадки кустарников, деревьев и цветов. Сажая растения, люди загадывали желания, веря в то, что они сбудутся вместе с ростом и цветением посаженных культур. На сидоро-огуречниках хорошо было сажать не только огурцы, но и все виды корнеплодов, луковичные культуры, клубневые растения и цветы. Этот день благоприятен был и для работы с рассадой, всходами после высадки, полива, подкормки, удобрениями, рыхления, прореживания и мульчирования почвы. Работа на земле в этот день символизировала заботу о будущем и стремление к благополучию. Согласно поверью, посадка кустарника с загаданным желанием обещала исполнение мечты, когда растение вырастет и зацветет. Этот обряд был особенно популярен среди тех, кто хотел привлечь удачу и исполнение самых заветных желаний в свою жизнь. Одной из интересных традиций дня Симона Бакагрея было умывание молоком. Девушки и женщины высматривали ласточек и, увидев их, шли домой умываться молоком. Считалось, что именно вот такой обряд сделает кожу белой и подтянутой, поможет сохранить и вернуть молодость и красоту. Молоко символизировало чистоту и обновление, а умывание в этот день придавало женщинам уверенность в своей привлекательности. Симон Бакагрей также учил людей быть внимательными и не поддаваться на провокации. Важно было сохранять спокойствие и терпимость ко всему происходящему вокруг. Этот день напоминал о необходимости внутренней гармонии и мира. Люди старались избегать конфликтов, сохранять душевное равновесие и ни в коем случае не нарушать покой. Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в день Симона Бакагрея. Народные приметы, связанные с погодой и поведением животных, помогали предсказывать будущие события и принимать правильные решения в хозяйственных делах. Если в этот день громко пели соловьи, это предвещало урожайное лето, а прилет стрижей и ласточек указывал на теплую погоду. Что же нельзя было делать 27 мая по народным приметам, традициям и обрядам? Один из главных запретов касался скандалов в семье. В старину верили, что ссоры и разногласия, которые вспыхнули в этот день, перерастут в пламя, которое может разрушить отношения на долгие годы. Поэтому на Симона Бакагрея необходимо было наложить табу на конфликты. Важно было сохранять мир и гармонию в семье, быть терпимыми и понимать друг друга. На Симона Бакагрея запрещалось спать двум людям на одной подушке. Считалось, что мысли могут перепутаться, и потом будет сложно разобраться в отношениях. Этот запрет символизировал необходимость индивидуального пространства и уважение личных границ каждого человека. Если кто-то споткнулся на пороге, в этот день не следовало сразу заходить в дом. Это предвещало семейные ссоры, скандалы, поэтому споткнувшийся должен был немножечко постоять и успокоиться, прежде чем войти в дом. Это поможет избежать негативных последствий и сохранить мир в семье. Сидя за столом с острыми углами, не следовало обсуждать планы. Считалось, что такие планы не сбудутся. Острые углы символизировали препятствия и трудности на пути к осуществлению задуманного. Лучше было выбирать круглые или овальные столы для обсуждения важных дел и планов. Возвращение домой с половины пути в этот день также считалось плохой народной приметой. Если возникла необходимость вернуться, нужно было посмотреть обязательно в зеркало и высунуть язык, или, как вариант, заглянуть под половик. Эти действия помогали нейтрализовать негативные последствия возврата и сохранить удачу. Еще один способ – это отругать себя за возвращение, что тоже считалось действенным. На Симона Бакагрея не разрешалось ходить весь день в одной и той же одежде. Нужно было хотя бы раз поменять одежду, чтобы не отвернулась удача. Это было связано с символикой обновления и очищения. Смена одежды помогала избавиться от накопленной за день негативной энергии и привлечь позитивные изменения.
Можно ли убираться в этот день? Да, в этот день нет запретов на уборку и другие работы по дому. Наоборот, это отличный день для наведения порядка и чистоты в жилище. Уборка не только поможет поддерживать чистоту, но и будет способствовать улучшению энергетики дома. Можно ли ходить на кладбище? Посещение могил родных и близких разрешено. Это время для поминовения и уважения к усопшим. Посещение кладбища поможет укрепить связь с предками и получить их благословение. Можно ли в этот день крестить ребенка? Крещение самого себя и своих детей разрешено в любой день. Этот обряд несет духовное очищение и защиту для всей семьи. Крещение в этот день особенно благоприятно, так как считается, что вода в этот период обладает особой силой. Можно ли жениться? Не запрещается в этот день, 27 мая, устраивать свадьбы и другие торжественные мероприятия. Это день, который подходит для радостных событий и начала новой жизни. Свадьбы, проведенные в этот день, будут наполнены счастьем и гармонией. Можно ли в этот день работать? 27 мая – хороший день для трудовой деятельности. Работать в этот день не только можно, но и рекомендуется, так как труд в этот день принесет радость и хорошие результаты в будущем. Особенно удачно будут идти дела, связанные с физическим трудом и работой на природе. Можно ли мыться в этот день? Это благоприятный день для принятия водных процедур, ванны или душа, посещения бани или сауны. Вода в этот день обладает целебными свойствами и помогает снять усталость, обновить силы и очистить тело и дух. Что же касательно снов, которые приснились в ночь на 27 мая, то они могут указать вам на важные события в жизни, особенно связанные с работой, стремлениями и целями. В этом сновидении зашифрованы указания на то, что вы можете сделать, что вам нужно побыстрее завершить и каким делам нужно приступить. Важно внимательно анализировать такие сны и следовать их подсказкам. 27 мая, как вы видите, это день, наполненный традициями и народными приметами, которые помогают нам сохранять гармонию и привлекать удачу. Соблюдение этих обычаев поможет вам улучшить качество жизни и укрепить связь с природой и с предками. Пусть этот день принесет вам мир, радость и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.